Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео мы с вами более детально разберем одну очень интересную тему, а именно соединение рядов при вязании мозаики из центра, а также углы. Мы с вами уже затрагивали тему углов в предыдущем видео, если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Сегодня я хочу вам на практике, на нескольких образцах показать, зачем вообще по-разному вывязывать углы, от чего это зависит, и главный вопрос, стоит ли вообще париться на эту тему. Итак, я для вас приготовила несколько образцов, и давайте их рассмотрим. Ну, например, начнем вот с такого вот классического образца. Повторю, это мозаичное вязание крючком из центра. Этот квадрат связан классической мозаикой из центра, как я люблю, как я вас обучала в уроках, как я вам показывала в своей книге по нескучному пледу. Что я имею в виду? Прежде всего, я имею в виду углы. Если мы приглядимся, мы увидим, что в каждом углу у нас связаны вот такие вот столбики без накида под арку. То есть вот просматривается арка, арка образована двумя воздушными петлями, и в эту арку связано два вот таких вот столбика без накида. Я специально взяла этот образец, потому что здесь очень хорошо это видно на вот этом вот горчичном ряду. Вот здесь два столбика, здесь и здесь. Итак, мы с вами делаем в каждом ряду. Это отличительная особенность связанного квадрата таким способом, с такими углами, что у него очевидны вот эти вот столбики. Что они делают? Они визуально, делают вот эти вот углы немного повернутыми внутрь. Как раз за счет вот этих провязанных столбиков. Что они еще делают? Они скрывают за собой вот эту цепочку из двух воздушных петель. То есть эта цепочка находится внутри провязанных столбиков. Мы ее здесь не видим. То есть если отодвинуть один из столбиков, мы вот увидим там одну воздушную петлю, за этим столбиком вторую. Но они скрыты, провязать мы в них ничего не можем. Обычно мы с вами провязываем, если нам нужно провязывать рисунок в следующем ряду, то мы вводим крючок вот под вот эту вот фронтальную перемычку первого провязанного столбика. Повторю, потому что вот эти воздушные, они у нас здесь скрыты. Что дает такой способ с технической точки зрения? Он дает соединение в углу, то есть по диагонали. Шов у нас расположен вот здесь. Мне это очень нравится. Я не люблю соединять квадрат в середине стороны, потому что мне не нравится вот этот вот поперечный шов. Поэтому такой способ соединения ряда, он у меня сошелся как раз очень хорошо по двум причинам. Первое, повторю, диагональное соединение, диагональный шов. И вот такая вот очень с технической точки зрения очень легкое соединение. Выглядит все отлично, все прекрасно. Так я и вязала долгое время. Но иногда при некоторых узорах, которые мы вяжем из центра, такое соединение портит картину. Как вы знаете, я в последний где-то год очень люблю узоры мозаики из центра, которые складываются таким образом, чтобы вот эти вот диагональные линии их не ломали. Что значит не ломали? Это значит, что при рассмотрении полотна как единого целого мы видим рисунок, который не искажается вот из-за этих вот прибавок. А в книге по нескучному пледу вы найдете квадраты, у которых рисунок располагался секторально, как правило, да? Кроме вот центральной звезды. Рисунок располагался секторально. Это значит, что его расширение осуществлялось при увеличении вот этих вот секторов за счет прибавок. И, собственно, мы с вами вырисовывали столбиком с накидом рисунок как раз вот в рамках вот этих вот треугольников. Почему? Потому что диагональные линии формировали, в зависимости от провязанного узора, довольно четкие линии. С течением времени и с увеличением количества проектов в моих руках мне захотелось все-таки вывязывать еще и другие рисунки, которые были бы едины, которые бы не ломались вот этими прибавками. Но что часто происходило в таком случае? Провязывание столбиков под арку, оно мне все равно немножко деформировало фигуры вот по этим диагоналям. Давайте посмотрим на примерах, о чем я говорю. Вот такой вот рисунок. Я его использовала для вязания образцов, чтобы вам продемонстрировать для своей новой книги по мозаичному вязанию разные цветосочетания. Так вот, на этом даже образце уже хорошо видно, о чем я говорю. Здесь сразу вырисовывается вот такая вот центральная фигура. Она у нас вырисовывается уже от центра, да, вот от этой точки. И потом вот есть внешний такой контур.
Что мы сразу видим? Да, мы видим, что на первый план выходит сама вот эта ромбовидная фигура. Не вот эти вот линии, да, если приглядеться, да, вот здесь квадрат, вот квадрат, вот квадрат, вот квадрат, которые нам глазу показывают, что есть вот это диагональное расхождение. Все-таки на первый план выходит ромб. Но что-то с ним все равно не то. Здесь, возможно, из-за того, что ярко-красный с белым цветом сильно очень выходит вперед, и здесь будет видно лучше, что с ним не то. А не то с ним вот эти вот элементы. 1, 2 и такие же по другим диагоналям. Что с ними не так? Они визуально чуть больше. Почему? Давайте рассмотрим, почему. Все просто. Потому что верхнюю часть этого элемента формируют, собственно, вот эти вот два столбика, которые провязаны под арку. Нижнюю часть элемента формируют столбики, которые провязаны в первые столбики, связанные под арку. В результате у нас получается довольно странная фигура. У нее здесь прямые стороны, но удлиненные, а здесь не прямой угол, а немножко вогнутый внутрь. Но, как обычно у нас и получается всегда при провязывании столбиков под арку. То есть получается не квадратик, да, а такой вот прямоугольник, и то здесь не прямой угол, то есть он такой немножко здесь вогнутый. Ну, с одной стороны, все равно ромб угадывается и все в порядке, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы эта фигура была максимально приближена к остальным. То же самое здесь. По схеме предполагалось, что здесь будет 1, 2 и 3 одинаковых квадрата, но опять же, ровно по той же причине, из-за того, что здесь столбики провязываются в арку, у нас получилась вот эта часть, вот этот квадрат третий, во-первых, больше, во-вторых, здесь прямой угол, здесь не прямой угол, то есть визуально немножко фигура некорректно выглядит. Сейчас я вам покажу еще один пример, на котором вы поймете, почему все-таки меня это взволновало. То есть вот эти примеры меня не очень волнуют. Положа руку на сердце, все здесь в порядке и все видно. А вот сейчас я вам покажу на другом примере. Это комбо-квадрат. Он доступен, схема его доступна по подписке на Boosty и в ВК Donut. В основе его также лежит эта же фигура, да, те же у нее здесь проблемы. Но, кстати, здесь визуально чуть лучше вот эти фрагменты провязаны, но это потому что нитки просто тоньше исключительно. Но посмотрите, что дальше происходит. Идея этого комбо-квадрата была в том, что вы наслаиваете один слой на другой, наслаиваете один рисунок на другой, вывязываете его при этом из центра и получаете такую многоплановую, многоуровневую картину. То есть, сейчас я вам немножко повыше подниму, предполагалось, что вот этот вот центральный квадрат, он лежит как будто его просто сверху положили на другой картине из похожих ромбов. Но посмотрите, что у нас получается. Ромбы должны быть, идея в этом, они должны быть по всему периметру одинаковые. То есть вот такие вот и такие же они должны быть на диагоналях. И здесь очень хорошо видно, что он как бы такой, но не совсем. Почему? Ровно потому же. Особенно это видно на вот этом центральном элементе. Вместо того, чтобы быть вот такого вида, ровного, состоящего из 1, 2, 3, 4, 5 квадратов, он состоит тоже из 5 квадратов, но, во-первых, вот эти два смещены по отношению к центральному, а во-вторых, центральный, как и в предыдущих примерах, которые мы с вами рассматривали, имеет с одной стороны прямой угол, с другой вогнутый и больше, чем сами эти квадраты. И вот здесь уже, обратите внимание, сколько я связала, ну тут, я не знаю, сантиметров 40 точно есть, и вот здесь уже я задумывалась, а не стоит ли мне конкретно в этом случае, если я все-таки хочу достичь результата того, который мне нравится, то есть чтобы это была единая картина с одинаковыми элементами, не стоит ли мне здесь изменить подход при соединении рядов и при провязывании углов? Ну, думаю, надо поэкспериментировать, надо попробовать. И вот я взяла тот же узор, то есть вот такой же, и попробовала соединять ряд в середине все-таки и провязывать углы по-другому. Смотрите, что у меня получилось. Вот для сравнения два квадрата. В этом квадрате я соединяла, провязывала углы под арку, как обычно. Под арку ли? Да, под арку.
В этом квадрате я провязывала по-другому. Давайте посмотрим внимательно, чем у нас визуально отличаются два этих квадрата. Если приглядеться в места провязывания углов, то мы увидим, что в этом примере нет вот этих вот четко очерченных двух столбиков, провязанных под арку. Более того, в этом примере, вот в этом горчичном, углы четкие, прямые. Посмотрим. Вот, начиная уже с внутреннего элемента, и везде мы видим четкие углы. Что еще мы видим? Мы видим вот этот вот центральный элемент, да, вот он здесь пудровый. И мы видим, что у нас вот эти квадраты одинаковые, а эти все равно другого размера. То есть все равно визуально они отличаются. То же самое вот в этих фигурах. Все равно вот эти вот квадраты визуально отличаются. Получилось, что я проблему не решила. То есть углы сами у меня стали более прямыми, да, то есть нет этой впуклости. Но почему-то у меня все равно идентичного размера квадратов не получилось. Почему? Давайте присмотримся. То есть вот я провязываю углы теперь, вот здесь вот хорошо видно, я провязываю не под арку, а за дальнюю стенку воздушных петель. Сейчас я вам чуть позже покажу это уже технически. За счет чего и получается вот такая вот четкая линия угла. Но почему тогда этот элемент у меня не получился вот таким вот четким и ровным? Все очень просто, потому что то есть вот этот угол у меня прямой, все в порядке. Просто вот эти столбики я, как обычно, как привыкла, провязывала за первые столбики после воздушных петель. Но поскольку теперь эти воздушные петли, вот эта цепочка у меня открыта, ничто у меня их не перекрывает, я теперь могу провязывать первые столбики, цепляться за них прям. То есть прям за вот эти вот воздушные петли, за одну и за вторую. И таким образом у меня здесь этот угол тоже станет прямым. И тогда фигура вот эта вот, этот квадрат будет идентичен другим. То же самое здесь. Если я буду провязывать не за первые столбики, как я привыкла, а за воздушные петли, которые теперь открыты, то опять же вот эта фигура у меня уменьшится и станет идентичной. Давайте посмотрим, что у меня получилось, когда я стала так делать. Вот для сравнения. Кажется, эффект достигнут. То есть теперь у меня все вот эти квадраты одной формы. И то же самое на углах. Все углы прямые, все идентично, то есть вот он тот самый рисунок. Но давайте еще теперь приглядимся и найдем одно важное отличие в этих квадратах. Я думаю, вы уже заметили, что что-то не то. Ну, даже вот бросается в глаза, что вот эта фигура здесь вывязана светло-желтым цветом, а здесь эта фигура вывязана горчичным цветом. Хотя начинается и тот квадрат одинаково, с светло-желтого цвета. Почему так произошло? Ровно потому же, что теперь у нас воздушные петли открыты. Это значит, что теперь мой нулевой ряд на схеме, вот я обычно схему обозначаю центр 0, а дальше вот по диагонали идет разметка. Это означает, что теперь у меня при таком варианте провязывания углов нулевой ряд – это просто волшебное кольцо, без провязанных в него столбиков. Значит, уже в следующем ряду такого же цвета мы сможем опустить столбики с накидом в эти вот угловые воздушные петли. Это значит, что у нас на один ряд схлопнется наше вязание. То есть буквально вот он один ряд, да, чуть меньше получается квадрат. Но за счет этого у нас все получилось так, как мы хотели. Сейчас я вам еще раз покажу уже подробнее, во-первых, технически, как происходит соединение в углу, и покажу еще на схеме, что я имею в виду, что у нас немножко смещается вязание на один ряд. Да, важно, естественно, сказать, что если мы соединяли раньше в углу, и у нас был угловой шов, то при соединении по центру у нас, соответственно, центральный шов. Где он? Здесь, вот он здесь. Чем тоньше нить, тем он, соответственно, тоньше и приличнее. Все же такой шов меня смущает лично. То есть если я вязала бы подушку, то ничего страшного, она внутри. Если я вяжу плед или ковер, ну скорее ковер, тоже ничего страшного, а вот если плед, не знаю, пока меня будет это смущать. Впрочем, я вот на дундеге сейчас вяжу этот комбо-квадрат и на нем попробую
что у меня получится. Кстати, про дундагу, давайте я вам тоже для сравнения покажу. То есть вот этот пример, когда меня не устроили здесь, да, вот эти все фрагменты. И вот я начала вязать по-другому, то есть соединять посередине, провязывать по-другому углы. Ну и вот я уже почти связала вот этот центральный элемент, в котором, ну, во-первых, это инверсия, да, получилась. Здесь коричневый этот элемент, здесь он белый. Но теперь у меня вот эти все квадраты идентичны, в отличие от этого. Посмотрю, как будет дальше, посмотрю, как получатся вот эти элементы. Они большие, здесь будет очень хорошо видно, лучше стало или нет. Теперь давайте посмотрим на практике, как мы соединяем ряд и провязываем углы в каждом конкретном случае. Итак, вот мы начали с волшебного кольца. В классическом варианте мы провязываем в кольцо 4 столбика без накида, каждый из которых отделен друг от друга 2 воздушными петлями. Единственное, что при соединении угловом, как я обычно делаю, когда вяжу углы под арку, я последние 2 воздушные петли не делаю, потому что я соединяю там в углу с помощью столбика с накидом. Так, вот мы провязали 1, 2, 3, 4. Вот в классическом варианте я эти 2 заключительные петли не делаю. Замыкаю квадрат, дальше соединяю и поехали. Если вы еще не знакомы с такой центровой мозаикой, то у меня есть урок по этому поводу. Но если я хочу провязывать углы по-другому и соединять в середине стороны, то эти 2 воздушные петли мне делать нужно. Вот я их сделала. Что я делаю дальше? Дальше я буду соединять ряд так же, как мы с вами делаем при вязании мозаики по кругу. Когда мы, например, вяжем наволочку для подушки, вот так вот обвязываем, да, цепочку воздушных петель. Мы с вами также там соединяли, как сейчас я вам покажу. То же самое. Я нахожу первый столбик, вот 2 его дольки, завожу крючок под них с изнаночной стороны, накидываю петлю на крючок и вывожу ее на изнаночную сторону. Вот так. Как говорят в итальянском мастер-шефе, кози. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас получилось, если мы не сильно затягиваем. Вот у нас вот 2 воздушные петли. Вот я специально показываю на 2 их дальние стенки, мы за них будем потом провязывать. Итак, увели петлю, немножко ее подтянули. Здесь теперь подключается 2 нить. Протянули ее через петлю, опять предыдущий цвет затянули. Все, присоединили. То же самое, как мы делали при круговом вязании. Дальше делаем 1 петлю воздушную и дальше начинаем провязывать петли прямо с той петли, которая вот у нас в основании. То есть прямо с этой петли за дальнюю ее стенку вводим крючок, провязываем первый столбик. Если вам пока трудно, это впервые, и вы новичок, и все такое, сразу советую повесить здесь маркер, чтобы точно потом знать, что это и есть первый столбик. Дошли до угла. Как мы в классическом варианте делали? Мы провязывали прямо сюда под арку. Сейчас мы будем провязывать в эти воздушные петли в их дальние стенки. То есть я ввожу крючок и провязываю первый столбик в дальнюю стенку первой воздушной петли. Дальше 2 воздушных, второй столбик провязываю в дальнюю стенку второй воздушной петли, перехожу на другую сторону. На другой стороне у меня опять же столбик здесь на стороне, и снова я на углу. И снова провязываю за дальнюю стенку. Опять по стороне столбик и снова провязываем воздушные петли, таким образом формируя углы немножко по-другому. Они у нас получаются более прямыми. Вот здесь надо быть внимательным. Вот эта последняя цепочка из 2 воздушных петель, она у нас стремится показаться немножко с другой стороны, немножко нам, может быть, не видно, куда там, собственно, провязывать. Вот они, 2 этих петли, 2 их дальние стенки.
провязываем 1 столбик, 2 воздушных, 2 столбик. И все, у нас на одной стороне должно быть 3 столбика, 2 вот здесь уже есть, соответственно, этот 3 надо соединять. Соединяем точно так же. В 1 столбик ввели крючок, накинули петлю, утянули ее назад. Теперь давайте внимательно посмотрим. То есть в дальнейшем, собственно, вязание так и происходит, больше никаких новшеств у нас здесь нет. Но давайте внимательно рассмотрим этот квадрат. Сейчас я возьму крючок потоньше, чтобы вам было все отлично видно. То есть вот у нас, если смотреть вот этот внутренний квадрат, то вот у нас на углу образовались 2 таких вот стенки. Это стенки, которые остались от воздушных петель. Вот еще 2 стенки угловых, вот еще, и здесь на углу. И в эти стенки уже можно провязывать столбики с накидом в следующем ряду. То есть в следующем ряду у нас опять будет светлый цвет, и уже здесь можно за них прицепиться, да? То есть у нас получается, что 3 петли уже на этой стороне есть. В чем отличие от классического способа? В классическом способе на этой же стадии, видите, вот внутренний у нас, вот он, внутренний квадрат, у нас здесь в ряду нет 3 петель, у нас только 1. Вот она. Зацепиться можно только за нее. 3 петли у нас появляются только вот здесь. Поэтому в классическом варианте, неправильно я говорю, вот здесь, в красном ряду, видите? Поэтому в классическом варианте у нас первые столбики с накидом опускаются вот сюда, в эти вот первые столбики. Здесь же у нас за счет открытых вот этих воздушных петель уже сразу можно провязать вот эти верхние столбики с накидом, цепляясь сюда, 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 сюда и так далее. Отсюда и получается вот такой вот эффект. Вот мы тут и сделали. Вот мы и прицепились уже сразу к этим петлям. Можно это сделать и потом, и дальше, и неважно. Но главное, что у нас таким образом немножко на один ряд вязание сужается. И, опять же, за счет этого у нас получаются прямые углы, потому что мы провязываем четко вот в эти воздушные петли. Вот, видите, здесь тоже видно. Да, получается прямой угол здесь, и отсюда у нас идентичная фигура абсолютно. Сейчас я вам еще раз это покажу на схеме. Например, эта схема другая, неважно, это цветочная геометрия, но идея та же абсолютно. Если в классической мозаике, когда мы соединяем классическим образом наш ряд, мы всегда с вами имеем вот здесь вот 0. Дальше уже вот у нас ряды чередуются 1, 2, 3 и так далее. Так? А в классической мозаике вот в этот 0, под этим нулем, мы имеем в виду волшебное кольцо и провязанные в него 4 столбика. То есть как здесь. Волшебное кольцо и провязанные 4 столбика. Это на схеме здесь 0. В случае же, если мы провязываем по-другому углы и соединяем по-другому, у нас этот 0 уже может быть просто волшебным кольцом, потому что уже в первом ряду мы имеем 3 столбика открытых на каждой стороне, потому что вот здесь у нас воздушные петли открыты. И это значит, что в третьем ряду мы уже сюда, в них прям, в эти открытые воздушные петли, сможем провязать по первому столбику с накидом. Вот такая вот история. Заканчивая эту нашу удивительную и увлекательную экскурсию, могу сказать вот что. Что, конечно, есть узоры, которые не требуют такого скрупулезного внимания вот к этим диагональным элементам, которые терпят абсолютно классическое соединение. И вот я вам для примера связала вот такой вот образец вашей любимой, знакомой всеми нами звезды. Здесь от того, что мы вяжем в арку, да, столбиком без накида, рисунок абсолютно не портится, он абсолютно не деформируется, все с ним прекрасно. И вообще таких узоров море, которые спокойно выдерживают вот такое вот соединение, и даже вот как здесь, наоборот, из-за этого имеет такой приятный изгиб. Но если стоит задача все-таки добиться
одинаковых элементов по диагоналям, то, конечно, вот в таких узорах я тоже спокойно, мне кажется, терпит вот такое вот соединение. Да, здесь получаются вогнутые углы, но ничего страшного, красиво и хорошо. Даже если исключить, что вот эти вот диагональные квадраты больше по размеру, чем вот эти. То есть можно сказать, что так и предполагалось. Но согласитесь, что в таком варианте, когда у нас есть выбор все-таки, да, связать элемент вот так или вот так, связать здесь все-таки фигуру, да, у которой есть вот эти вот увеличения по диагоналям, или фигуру, у которой идентичные все элементы, конечно, все зависит от вас, и я надеюсь, что тот инструмент, который мы сегодня с вами изучили, поможет вам в нужный момент решить свою задачу максимально корректно, аккуратно и получить тот рисунок, который вы хотели. Ну что ж, приятного вам вязания, надеюсь, что у вас все получится, попробуйте обязательно такой способ. Расскажите в комментариях, как вы считаете, какой вам больше понравится, какой вам более удобен в работе. Ну и, как всегда, будьте здоровы. Пока-пока.